Ближайший месяц в сфере крипты главной темой обсуждения будет, конечно же, эфириум, ведь до того самого слияния осталось меньше месяца. Но благодаря этому событию растет не только эфир, а еще одна монета, которая показала более 200% роста лишь за последние 4 недели. Думаю, вы догадываетесь, что это криптовалюта Ethereum Classic. Но почему она растет, если обновление сети будет у обычного эфира? На самом деле есть несколько причин, которые объясняют рост токена, и о них мы поговорим сегодня в видео. Также мы проанализируем и сравним Ethereum с Ethereum Classic, разберем, какие перспективы ждут Classic в будущем и сможет ли он попасть в топ-10 лучших криптовалют. Ну и конечно же смотрите видео до конца, ведь мы ответим на главный вопрос: стоит ли вообще инвестировать в Ethereum Classic? Привет, друзья! Меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. Перед просмотром обязательно подписывайтесь и ставьте этому видео лайк. А мы начинаем. Как и любой обзор, мы начнем, конечно же, с предыстории появления Ethereum Classic. Ведь когда мы поймем, для чего он был создан и что может предложить пользователю, оценить его будущие перспективы будет куда проще. Все мы знаем, что первой криптовалютой был и есть биткоин. С момента его создания постоянно появлялись различные монеты, которые предлагают что-то новое, чего нет у других. Хотя по-настоящему что-то новое смог принести Ethereum. Это блокчейн, в основе которого лежат смарт-контракты, о которых мы подробно говорили в этом ролике. Эти контракты можно использовать для запуска различных децентрализированных приложений, или как их называют в простонародье, dApps. Но знаете ли вы, что знакомый нам Ethereum и Ethereum Classic были одним целым? Но эти два блокчейна раскололись из-за множества споров и скандалов, которые были в криптосообществе. По факту эти два блокчейна родились из одной сети, но сегодня они ничем не похожи, ни с точки зрения поддержки сообщества, ни будущих перспектив. Ведь они как два брата, у одного из которых жизнь удалась и он максимально успешный, а у второго жизнь пошла под откос и на общем фоне он вообще никто. Но что такое Ethereum Classic на самом деле? Ранее мы разбирали, что блокчейн Ethereum был первым, кто начал использовать такую вещь, как смарт-контракты. Такой формат позволяет строить на нем свои приложения и запускать собственные токены в нашей любимой сети ERC-20. Да, это там, где самые высокие комиссии. Как раз таки благодаря этим фишкам эфир и взлетел почти до $5000. Но такого успеха могло и не быть, если бы не тот самый форк, после которого из одного блокчейна появилось два, собственно, как и две криптовалюты. Оригинальную сеть назвали Ethereum Classic, а вот новую просто Ethereum. Как вообще произошло это разделение, спросите вы? В июле 2016 года, когда основатель Виталик Бутерин предложил форк, он создал два отдельных блокчейна Ethereum. Но сделал он это не потому, что ему не было чем заняться, а это было необходимо, чтобы избежать катастрофы в экосистеме, которая могла привести к полному обвалу цены Ethereum. Форк прошел успешно, и после этого эфир уверенно набрал оборотов, чтобы в начале 2018 показать свою первую $1000. Но если эти два блокчейна вылупились, так сказать, с одного яйца, то почему между ценой их монет такая огромная разница? Ethereum и Ethereum Classic это один и тот же код, просто разделенный на два отдельных пути. Но то, как эти два пути развивались за эти долгие годы, как раз таки отражается на стоимости каждой монеты. Так какие же отличия между этими максимально похожими криптовалютами? Самое главное это концепция создания. Бутерин создал блокчейн, который предназначен для смарт-контрактов. На блокчейне Ethereum можно создавать все, что угодно. Приложения, NFT, DeFi платформы, даже биржи. Например, Uniswap, это самая популярная децентрализированная биржа с оборотом более $1 миллиарда, построена именно на блокчейне Ethereum. Ethereum Classic может делать все то же, что и Ethereum, но с точки зрения сообщества разработчиков он просто как заброшенная стройка дома, которая никому не нужна и заниматься ею никто не хочет. Отличным наглядным примером этого является график DeFi+, который показывает общую стоимость заблокированных монет Ethereum, а не Ethereum Classic. На Ethereum Classic не было создано ни децентрализированных бирж, ни dApps, ни NFT, ничего либо еще. В придачу к этому криптовалюта подвергалась нескольким атакам 51 из-за отсутствия поддержки. Атака 51 это когда один человек может владеть 51% блокчейна. Тем самым он может проводить транзакции как ему угодно, и таким образом сеть становится уже не децентрализированной. По поводу стоимости и скорости транзакций дела обстоят плохо у обоих. Только если у Ethereum намечается слияние и в будущем он будет решать эту проблему, то у Classic ничего подобного не будет. В среднем блокчейн Ethereum Classic обрабатывает 12-15 транзакций в секунду, а время зависит от того, сколько вы готовы заплатить. Чем больше заплатите, тем быстрее ваши монеты отправятся туда, куда вам нужно. В среднем придется отдать от $3 до $5. Понимаю, что за банальный перевод криптовалюты это очень много, и думаю, вы тоже сталкивались с высокими комиссиями различных сетей. Но вы знали, что можно не отдавать $5-10 за одну транзакцию, а платить не более 50 центов за перевод. Ведь существует множество других криптовалют, у которых стоимость транзакций максимально низкая. И узнать
Узнать о них вы сможете в нашем телеграм-канале Coin22. Там специально для вас мы собрали лучшие варианты перевода криптовалюты, у которых транзакции стоят сущие копейки. Также в нашем телеграм-канале мы ежедневно публикуем различную интересную и актуальную информацию, с помощью которой вы можете получать прибыль. Поэтому переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код, который находится на экране. Подписывайся, начни экономить на транзакциях уже сегодня и будь первым в курсе всего, что происходит на крипторынке. Дополнительным весомым отличием будет варианты использования. Обе криптовалюты были разработаны, чтобы делать одно и то же и предлагать множество способов использования для своих клиентов. Собственно, поэтому Ethereum Classic часто рассматривают как врага Ethereum, поскольку он конкурирует за ту же долю рынка и базу пользователей. Но здравой конкуренцией здесь даже и не пахнет, ведь развития у Classic попросту нет. Обычный Ethereum — это альткоин номер один, который может уступить свое место только биткоину. Тренды часто меняются, но в случае с Ethereum Classic и Ethereum обычный эфир обязательно останется королем, в то время как Ethereum Classic где-то затеряется без вести. Из всего этого складывается вопрос, какая монета лучше подходит для инвестирования? Если вы меня внимательно слушали, то думаю, вы понимаете, какой Ethereum является лучшей инвестицией. Трудно сказать, что Classic вообще является хорошей инвестицией, учитывая проблемы, которые у него есть. Во-первых, он прямо противоположен Ethereum и считается некой проблемой для лучшего альткоина, а также только сбивает с толку новых пользователей, которые хотят купить монету. Атака 51 для него привычное дело, и крупные майнеры несколько раз получали более 51% контроля над скоростью хеширования сети, а затем используют это для двойной траты и кражи монет, что является абсолютно ненормальным для любого пользователя, ведь безопасность в крипте должна быть на первом месте. Обычный Ethereum сам по себе имеет гораздо больше возможностей и, следовательно, является гораздо более безопасным вложением в качестве криптовалюты. Но иногда самым простым способом понять, достоин ли актив инвестиций, это посмотреть исторические данные цены. Согласно TradingView, цена Ethereum торговалась на уровне $1 в 2015 году, а затем выросла до максимума в $15 в 2016. Однако только в 2017 году цена Ethereum выросла с 10 до $1400 на максимуме. Рост Ethereum был вызван спросом на ICO новых монет, в которых жадные инвесторы надеялись разбогатеть. Но со временем эта тенденция закончилась и криптовалюта упала с 1400 до $80. Бычий рынок 2017 года также был хорош и для Ethereum Classic, подняв его цену до $50 за монету. Но в 2021 году Ethereum Classic показал еще более взрывной рост, чем сам Ethereum. Он поднялся с медвежьего рынка около $3 до более чем $130 за монету. А самое интересное — это дикий рост Classic за последние 2 месяца, после чего многие начали думать, что Classic вполне может стать успешнее своего младшего брата. Но давайте разберемся, что сейчас происходит с Ethereum Classic и сможет ли он стать более успешным в будущем. Для начала давайте отвечу на вопрос, из-за чего был этот дикий рост на протяжении 2 месяцев. Ответ, как всегда, лежит на поверхности, а именно все связано с переходом основной сети на систему Proof of Stake. Поскольку после слияния майнеры добывать эфир больше не смогут, им пришлось задуматься, что им делать дальше. Многие почесали свою голову и вспомнили, что есть же такая сеть, как Ethereum Classic, к которой можно подключить свои фермы и успешно зарабатывать себе на хлеб. Таким образом, большое количество майнеров перешли на добычу именно Ethereum Classic, о чем сигнализирует нам увеличение хешрейта. То есть большое количество вычислительных мощностей направили именно туда. Но чтобы вы понимали, даже после увеличения этого хешрейта разница с эфиром колоссальна. Ведь только посмотрите, как это выглядит в сравнении. А как раз таки из-за этого очень часто происходит та самая атака 51. Тем не менее, переход майнеров стал отличным трамплином для цены. Но также положительного настроя дала крупная корпорация Digital Currency Group, которая имеет фонд Ethereum Classic Trust, а он третий по объему активов у этой компании. И в нем насчитывается почти $500 миллионов. За последние 30 дней пик торговой активности в сети Classic пришелся на 29 июля. В период с 27 по 29 июля объем торгов достиг максимума в $4,7 миллиарда за день. Однако после максимума 29 июля торговая активность в сети упала более чем на 75% и на сегодняшний день составляет на уровне 995 миллионов. Кроме того, предложение токенов Classic на адреса с балансом более $10 миллионов значительно выросло. Месяц назад на этих адресах хранилось 69 миллионов Ethereum Classic. Сейчас эта категория китов выросла более чем на 40% и содержит более 97 миллионов Ethereum Classic. Несмотря на расхождение цены и объема, китов это не отпугивает, поскольку они увеличили свои накопления. В предыдущем месяце также увеличилось количество уникальных адресов, которые были активны в сети. По предварительным данным, число активных адресов в сети Classic составило более 26 тысяч, а количество активных адресов в сети выросло на 8%. И на сегодняшний день общее количество адресов в сети составило чуть менее 2,5 миллионов. Но такая тенденция вряд ли сохранится в будущем. Стоит ли вообще покупать Ethereum Classic именно сейчас? Ответ, конечно же, будет касаться только небольших временных рамок. Покупать эту монету в долгосрок не имеет никакого смысла, ведь мы же с вами поняли,
поняли, что перспектив у монеты ровным счетом 0. Единственный вариант, как можно заработать на этой шумихе, это только покупка в лонг с небольшим кредитным плечом. Но поскольку цена сейчас практически на пике, лучше брать прицел на $30 и ниже, так как многие после такого большого подъема начнут фиксировать прибыль. А вот как сильно смогут поднять цену, зависит прежде всего от будущего слияния. Бутерин всем майнерам дал четко понять, что Ethereum Classic будет одной из лучших замен, где майнеры по-прежнему смогут применять свое оборудование. Обычный Ethereum занимает центральное место во всех направлениях DeFi и NFT, которые в последние месяцы стремительно развиваются. Ethereum является альткоином с самым высоким рейтингом, уступая только биткоину по общей рыночной капитализации. А Ethereum Classic сейчас занимает 19 место в списке криптовалют. И трудно сказать, что он даже этого заслуживает. В нынешних условиях рынка Ethereum Classic может стать некой ловушкой для новых пользователей, которые вообще не понимают, в чем суть и отличие. В будущем шансы на рост этой монеты очень малы. И как я уже сказал, рассматривать ее в долгосрок вообще не имеет смысла. По факту Ethereum Classic нужен исключительно для майнеров, и не более. Ведь им просто нужно как-то использовать свои фермы. Но сами понимаете, что нет будущего у сети, которая никак не используется, а существование ради майнеров положительных результатов не принесет. Сеть просто-напросто заброшена, и в то время, когда такие гиганты, как Ethereum, Solana, Polkadot развивали свои блокчейны и масштабировались, Ethereum Classic тупо покрывался пылью и существовал как пережиток прошлого. Единственный вариант, как сеть может развиваться и цена токена будет расти, это исключительно привлечение разработчиков, развитие комьюнити и так далее. Но зачем пытаться привести в чувство что-то старое, если можно заниматься развитием новых перспективных проектов? Те, кто говорит, что сеть Classic это будущий блокчейн Ethereum, глубоко заблуждаются, потому что без должной поддержки и денег это сделать невозможно, да и необходимости в этом нет. Понятное дело, что в будущем вокруг Classic будет много обсуждений, споров и вопросов, ведь Ethereum Classic может жить только благодаря новостям, так как вы могли заметить, что до этого хайпа со слиянием он никому не был нужен, и такая история будет с ним повторяться. Так что будьте умнее, не нужно идти на поводу слухов и ажиотажа, потому что последствия могут быть печальными. Дополнительной информацией мы всегда будем делиться в нашем телеграм-канале, поэтому обязательно подписывайтесь. Смотрите наши прошлые интересные ролики, поддерживайте это видео лайком и напишите в комментариях, какую криптовалюту вы бы хотели увидеть в следующем обзоре. Увидимся очень скоро. Желаю удачи, пока.